Привет! Это быстрый обзор последних событий из истории Ханьли. Освежаем память перед следующими главами. Герой усиленно накачивает боевую мощь и охотится за редкими ресурсами перед масштабными испытаниями. В Абирмах армия с нуля. Мутировавшие бобы через специальную формацию превратились в отряд несокрушимых воинов Дао. Бронированные солдаты с разрушительной силой молнии и невероятной регенерацией. Теперь личная армия Ханьли готова к бою. Во-вторых, опаснейший эксперимент со слиянием. Используя первичный боб как связующее звено, Ханьли поместил дух компаньона Дао Засе в бессмертную марионетку. Риск полностью оправдался. Теперь у него пугающе мощный верный союзник, достигший стадии золотого бессмертного. Наконец, грандиозное событие. Сильнейший эксперт секты, лорд Дао Байли, выходит из многовековой изоляции ради публичной проповеди. Ханьли все просчитал. Огромный наплыв гостей со всего региона. Идеальный момент тихо скупить редчайшие ингредиенты для пилюли Дао. С личной армией, могущественным союзником и безупречной маскировкой Ханьли готов к любым сюрпризам. А теперь слушаем дальше. Глава 316. Приглашение от Циляна. Где-то в центральной части горного хребта колокольного звона весь снег и лед в радиусе сотен километров растаял, открывая пышную зелень под ними. Небо было чистым и ярким, как синий кристалл, между горами висели белые облака, а с небес сияли великолепные пятицветные огни. Бесчисленные журавли летали сквозь облака, издавая чистые крики, и все это место напоминало бессмертный рай. В центре этой области находилась чистая белая гора, очень гладкая и однородная, напоминающая огромный столб из белого нефрита. Гора обрывалась на полпути с чрезвычайно гладким поперечным сечением, как будто ее разрезали надвое гигантским лезвием, создавая огромное плато, которое служило площадью. Несмотря на то, что осталась только половина горы, Белая площадь все еще находилась высоко над облаками. В центре площади находилась огромная белая нефритовая платформа высотой около 3 километров с бесчисленными рунами, выгравированными на ее поверхности. Лестница вела от платформы вниз по площади, и на ступенях лестницы лежали тысячи круглых подушек. Земля вокруг площади также была усыпана бесчисленными подушками, которые тянулись до самых краев площади, и эта платформа на пике белого нефрита была тем местом, где должна была состояться проповедь. До начала церемонии площадь была совершенно безлюдна. Не более чем в нескольких сотнях километров от пика белого нефрита находился город, простирающийся на тысячи километров, с бесчисленными роскошными пагодами и павильонами, скрытыми в облаках и тумане. В отличие от пустынного пика белого нефрита, этот город был чрезвычайно оживленным и шумным, и над ним в воздухе проносились бесчисленные лучи света. Время от времени люди вылетали из города в разных направлениях, а другие слетались в город издалека. Как раз в этот момент издалека прилетел поток лазурного света, а затем рассеялся, открывая Ханьли. Он посмотрел на пик белого нефрита вдали, затем быстро отвел взгляд и спустился в город внизу. Весь город был окружен огромным лазурным световым барьером, вокруг которого были размещены ученики до Пылающего дракона. По прибытии Ханьли тут же встретил молодой ученик до Пылающего дракона, который, увидев его одежды старейшины внутренней секты, низко поклонился Ханьли, а затем сказал: «Добро пожаловать, уважаемый старейшина. Приношу извинения за задержку, но согласно правилам секты, любой, кто входит в город белого нефрита, должен сначала пройти проверку личности». «Хорошо», — ответил Ханьли, доставая свой знак старейшины. Молодой ученик достал белый нефритовый талисман и помахал им на знак Ханьли, и из талисмана появился слой белого света, образовав небольшой экран из белого света, на котором отобразилось изображение и информация Ханьли. Ученик взглянул на информацию на световом экране, а затем перевернул руку и достал лазурный знак, сказав: «Благодарю вас за сотрудничество, старейшина Ли. Я сейчас же открою ограничение». Взмахнув знаком, он выпустил из него поток лазурного света, прежде чем тот исчез в световом барьере, окружавшем город. Затем световой барьер содрогнулся, и на его поверхности появилось отверстие, достаточно большое, чтобы в него мог пройти человек, и Ханьли убрал свой знак старейшины, прежде чем влететь в город через отверстие. Он шел по улице, углубляясь в город и осматривая окрестности, и вскоре в его глазах появилось удивление. Только войдя через световой барьер, он обнаружил, насколько красивыми и роскошными были здания в городе. Широкие улицы тянулись по всему городу, как система паутины, и вдоль них располагались богатые магазины, представляя собой потрясающее зрелище, которое не уступало ни одному из больших городов, которые он видел раньше.
Помимо совершенствования, он в последние годы часто совершал вылазки по горному хребту колокольного звона, но никогда раньше не бывал в этом месте. В магазинах, выстроившихся вдоль улиц, продавались всевозможные товары, включая материалы, пилюли и сокровища, все довольно высокого качества. Товары, которые здесь продавались, ничуть не уступали тем, что продавались на рынках в До Пылающего Дракона, а были и такие вещи, которые очень редко можно было увидеть даже на тех рынках. Многие из владельцев магазинов явно не были учениками До Пылающего Дракона. Вместо этого они, скорее всего, были из подчиненных До Пылающего Дракона сил, и они стремились продать некоторые местные товары в преддверии проповеди. Пройдя немного по улице, Хань Ли остановился перед магазином материалов. С входа он мог видеть десятки полок внутри, все они были заставлены драгоценными материалами. В этот момент магазин был полон покупателей, и, похоже, дела шли в гору. После краткой паузы Хань Ли вошел в магазин, и его тут же встретил молодой слуга в красной одежде. «Какие материалы вы ищете, старший?» «У нас есть полный ассортимент всех видов духовных материалов по конкурентоспособным ценам». Прежде чем молодой слуга успел закончить свою речь, пожилой мужчина, который, похоже, был владельцем магазина, поспешно подошел к Хань Ли и сказал: «Пойди посмотри, не нужна ли помощь другим покупателям, и я сам займусь этим покупателем». Молодой слуга слегка озадачился, услышав это, а затем тут же ушел. «Добро пожаловать, уважаемый старейшина. Какие материалы вы ищете сегодня?» «Я из клана И на Западе, и наш клан занимается продажей духовных материалов на протяжении многих поколений. У нас респектабельный бизнес, и я уверен, что вы не будете разочарованы нашими товарами», сказал пожилой мужчина уважительным тоном. Хань Ли не стал тратить время на слова и перевернул руку, достав нефритовый свиток, который содержал список оставшихся ингредиентов, указанных в рецепте пилюли Да, а также 2 других основных ингредиента для приготовления пилюли Мириады Осей. Пожилой мужчина принял нефритовый свиток от Хань Ли, но, изучив его содержимое, на его лице появилось извиняющееся выражение, и он сказал: «Это все чрезвычайно ценные предметы, и, боюсь, в нашем магазине нет того, что вы ищете». «Ты знаешь, где я смогу купить эти вещи?» — спросил Хань Ли. «Я видел эти материалы только в писаниях и никогда не слышал, чтобы их где-то продавали», — ответил пожилой мужчина, качая головой. Хань Ли спокойно кивнул в ответ, затем забрал свой нефритовый свиток и повернулся, чтобы уйти, а пожилой мужчина поспешно проводил его из магазина. Выйдя из магазина, Хань Ли продолжил идти по улице и вскоре вошел в еще один большой магазин материалов. Немного погодя, он вышел из магазина, снова безуспешно, но остался невозмутимым и продолжил свой путь. Почти через день Хань Ли вышел из огромного магазина материалов в центральной части города, и его выражение лица не выдало особых эмоций, но внутренне он начинал испытывать некоторое разочарование. До сих пор он посетил большинство магазинов материалов в городе, но не только не смог найти то, что искал, но даже не смог собрать никаких зацепок о том, где он мог бы найти ингредиенты из своего списка. Ему еще оставалось посетить несколько магазинов, но, учитывая, что в самых больших магазинах не было того, что он искал, шансы на успех в оставшихся магазинах были довольно малы. Подумав об этом, он слегка вздохнул и уже собирался идти дальше, когда сзади раздался голос. Брат Ли. Хань Ли обернулся и увидел, что к нему с улыбкой подходит мужчина в белой мантии, и это был никто иной, как Цилян. «Давно не виделись, брат Ци», — поприветствовал его Хань Ли с улыбкой. Он провел большую часть времени в уединении, а остальное время тратил на выполнение различных заданий, так что с тех пор, как он в последний раз встречался с Циляном, прошло почти 300 лет. Цилян уже собирался что-то сказать, когда его глаза внезапно расширились, и он долго молчал, прежде чем, наконец, снова обрел дар речи. «Брат Ли, твоя аура. Неужели ты уже достиг средней стадии истинного бессмертного, действительно? Мне повезло в последние несколько столетий, и недавно мне удалось совершить прорыв», — неопределенно ответил Хань Ли. Цилян понял, что Хань Ли не хочет много говорить на эту тему, поэтому воздержался от дальнейших расспросов. «Я тебе искренне завидую, брат Ли. Когда ты сюда приехал, брат Ци?» — спросил Хань Ли, тут же сменив тему. «Я приехал несколько дней назад и с тех пор исследую город, но до этого не видел тебя. Может быть, ты только что прибыл? Почему ты не приехал немного раньше?» «Это место уже давно процветает», — сказал Цилян с улыбкой. «Похоже, ты был занят, брат Ци. Я изначально намеревался прибыть сюда немного раньше, но меня задержали некоторые дела», — объяснил Хань Ли с улыбкой. «Полагаю, ты не так уж много пропустил. Вообще говоря, самые ценные сокровища появятся только ближе к проповеди. Кстати, я как раз собираюсь на мероприятие по обмену для товарищей даосов в стадии истинного бессмертного. Не хочешь присоединиться?» — спросил Цилян.
Глаза Ханьли слегка загорелись, услышав это, и он тут же кивнул в ответ. «Конечно, я знал, что ты не упустишь такой прекрасной возможности. Место проведения мероприятия как раз впереди, и оно должно скоро начаться», — сказал Цилян с улыбкой, показывая дорогу вперед. «Я не знал, что в секте есть такой роскошный город. Почему я никогда раньше не слышал о нем?» — спросил Ханьли. «Город белого нефрита и пик белого нефрита — очень важное место в нашей секте, и при обычных обстоятельствах этот город закрыт для посторонних. Вход разрешен только во время важных событий, таких как проповедь», — объяснил Цилян. «Понятно», — ответил Ханьли, кивнув. Они продолжили болтать и, пройдя немного по улице, свернули на другую, вдоль которой стояли еще более роскошные и богатые здания, многие из которых были окружены световыми барьерами разных цветов. Ханьли заметил, что всякий раз, когда культиваторы, идущие по улице, бросали взгляд на эти здания, они всегда делали это с благоговением и почтением на лицах. «Вот это место», — объявил Цилян, остановившись перед трехэтажным павильоном. Это здание также было окружено белым световым барьером, который не позволял заглянуть внутрь, что придавало ему довольно таинственную ауру. Глава 317. Значок небесного скорпиона. Цилян шагнул вперед, а затем перевернул руку, достав белый значок, который слабо светился белым светом, с выгравированным на его поверхности рисунком скорпиона. Взмахнув значком, он выпустил поток белого света, который в мгновение ока исчез в белом световом барьере. В световом барьере тут же появилось отверстие, которое мгновенно закрылось после того, как Ханьли и Цилян прошли через него. Только тогда Ханьли смог увидеть павильон, окутанный световым барьером, во всей его красе. Это был искусно построенный трехэтажный павильон, полностью чисто белого цвета, который, казалось, был построен из какого-то особого нефрита. Над входом в павильон висела белая табличка с большими иероглифами «Павильон небесного скорпиона», а по краям таблички были выгравированы изображения скорпионов, очень похожие на значок, который Цилян достал ранее. Это обменное мероприятие организует секта небесного скорпиона, которая является подчиненной сектой нашего Пылающего дракона. Секта небесного скорпиона не является особо сильной сектой, но она обладает большим опытом во всех видах ограничений и усовершенствования воинов сообщил Цилян тихим голосом. Ханьли кивнул в ответ с задумчивым выражением лица. Цилян убрал свой значок, прежде чем войти в павильон. Обстановка внутри павильона была довольно роскошной. На полу лежал пышный красный ковер, а на чистых белых стенах были выгравированы драконы и фениксы. Комната также была окружена ширмами и безупречно подстриженными растениями в горшках, напоминая интерьер поместья богатой семьи. По всей комнате были расставлены несколько служанок, одетых в красное, и они тут же почтительно поклонились Ханьли и Циляну. Они выглядели как обычные люди, но на самом деле это были всего лишь воины и все они излучали ауру, сравнимую с аурой культиватора стадии интеграции тела. Ханьли присмотрелся к этим служанкам и обнаружил, что их движения очень естественны, а глаза такие же яркие и полные жизни, как у обычного человека. Уже усовершенствовав партию собственных воинов он, естественно, гораздо лучше понимал воинов но даже в этом случае он все еще не мог понять, как секте Небесного Скорпиона удалось усовершенствовать этих служанок воинов Его воины скорее всего, были намного более грозными в бою, чем эти воины но они сильно уступали им, когда дело касалось того, насколько они были похожи на живых людей. Как раз в этот момент из глубины здания вышла молодая женщина, и она почтительно поклонилась Ханьли и Циляну. «Проводите нас в зал обмена», — распорядился Цилян. «Да, пожалуйста, следуйте за мной, старшие», — поспешно ответила молодая женщина, а затем повела их вверх по лестнице в зал на 3-м этаже. Зал был довольно большим, но совершенно пустым, за исключением некоторой мебели. В центре комнаты висел гигантский экран с чрезвычайно реалистичной пейзажной картиной, которая создавала ощущение, будто находишься в изображенном живописном месте. Ханьли на мгновение осмотрел окрестности, после чего его брови слегка нахмурились, когда он снова повернул взгляд к экрану. Как раз в этот момент молодая женщина прочитала заклинание, прежде чем выпустить поток белого света в экран, и на его поверхности мгновенно появился слой полупрозрачного белого света. Изображенный на нем пейзаж тут же ожил во вспышке движения, а также начал излучать черный свет, который слился с белым светом, образовав черную дверь. В глазах Ханьли мелькнул намек на интригу, увидев это. Молодая женщина продолжала читать свое заклинание, складывая печати, и черная дверь начала светиться все ярче и ярче черным светом, а также быстро увеличиваться в размерах. Раздался глухой стук, когда черная дверь вылетела из экрана, зависнув перед ним, а затем распахнулась, открывая длинный проход. «Проходите, старшие, зал как раз впереди», — сообщила молодая женщина.
Цилян кивнул в ответ, а затем отмахнулся рукой, и молодая женщина быстро ушла, поклонившись на прощание. «Пойдем», — сказал Цилян, показывая дорогу в проход. Ханьли шагнул в проход, внимательно осматривая его, и понял, что проход был создан с использованием чрезвычайно продвинутого пространственного ограничения, что привело к очень стабильному пространству. Цилян видел, что Ханьли заинтересовался проходом, по которому они шли, и объяснил, секта Небесного Скорпиона очень искусна в пространственных ограничениях, особенно в тех, которые создают независимые области. Я слышал, что многие из секретных областей в нашей секте были созданы с помощью секты Небесного Скорпиона. Ханьли кивнул в ответ, но затем его брови слегка нахмурились, когда он спросил, это всего лишь обменное мероприятие, а не какая-то тайная, подпольная сделка, так зачем же они изо всех сил старались провести мероприятие в этом отдельном пространстве? Может быть, будет так много участников, что все они не поместятся в зале снаружи, будет не так много участников, но у секты Небесного Скорпиона всегда была привычка делать это, как для того, чтобы предоставить приватную зону для всех участников мероприятия, так и для того, чтобы продемонстрировать свой опыт в пространственных ограничениях, объяснил Цилян с улыбкой. «Понятно», — ответил Ханьли, кивнув. «Кстати, обменное мероприятие здесь будет проводиться один раз в день в преддверии проповеди. Если тебе интересно, я могу попросить их выделить тебе значок Небесного Скорпиона, чтобы ты тоже мог прийти на следующие несколько обменных мероприятий», — сказал Цилян. «Надеюсь, это не доставит слишком много хлопот», — ответил Ханьли с улыбкой. «Конечно, нет. С твоим грозным уровнем совершенствования секта Небесного Скорпиона будет изо всех сил стараться подружиться с тобой», — усмехнулся Цилян. Пока они болтали друг с другом, они дошли до конца прохода, где попали в боковой зал, и их встретил пожилой мужчина в лазурной одежде с теплой улыбкой на лице. «Добро пожаловать, товарищ Даос Ци. Могу я спросить, кто этот товарищ Даос? Это старейшина ли, мой хороший друг, который тоже из Пылающего дракона? Он всегда в уединении, поэтому о нем мало кто знает. Брат ли, это товарищ Даос Чинхэ из секты Небесного Скорпиона, он будет вести обменное мероприятие». Похоже, Цилян и пожилой мужчина были очень хорошо знакомы друг с другом. «Приятно познакомиться, товарищ Даос Чинхэ», — сказал Ханьли, сложив кулак в знак приветствия. Пожилой мужчина ответил тем же. «Взаимно, товарищ Даос Ли. Брат Ли только сегодня приехал, поэтому у него еще нет значка Небесного Скорпиона. Ты же не прогонишь его на этом основании, верно, товарищ Даос Чинхэ?» — спросил Цилян в шутливой манере. «Конечно, нет, товарищ Даос Ци. Товарищ Даос Ли может свободно посещать наши обменные мероприятия. Вот значок Небесного Скорпиона для тебя, товарищ Даос Ли. В ближайшие несколько дней мы будем проводить обменные мероприятия каждый день, так что приходи, когда тебе будет угодно», — сказал Даос Чинхэ, протягивая Ханьли белый значок. «Благодарю», — сказал Ханьли, принимая значок. «Ни за что, товарищ Даос Ли. Пожалуйста, следуйте за мной, обменное мероприятие начнется очень скоро». С этими словами Даос Чинхэ вывел дуэт Ханьли из бокового зала, и они прошли по коридору, прежде чем попасть в круглый главный зал. Обстановка в этом главном зале была чрезвычайно роскошной, а пол был полностью вымощен изысканным материалом, известным как нефрит зеленой сосны. В стены также было встроено множество ярких драгоценных камней, наполнявших весь зал ослепительным сиянием. В каждом из 4 углов зала стоял старинный маленький котел, и в каждом котле горела палочка желтого благовония, источавшая утонченный и элегантный аромат. В центре зала стоял большой круглый стол, вокруг которого было расставлено около 2 десятков стульев. Стол и стулья были изготовлены из какого-то синего нефритового материала, который излучал прохладную и освежающую энергию, ясно указывая на то, что это был какой-то драгоценный материал. На данный момент за столом уже сидело около дюжины культиваторов в стадии истинного бессмертного, и все они тут же повернулись, чтобы посмотреть на троицу Ханьли, когда они вошли. Некоторые из них, похоже, были знакомы с Циляном, и они лишь несколько раз взглянули на Ханьли, прежде чем отвести глаза. Ханьли ни с кем не встречался взглядом, и только сев, он начал осматривать окружающих. Почти половина присутствующих были старейшинами Пылающего дракона, но Ханьли помнил только 2 или 3 из них. Что касается тех, кто был не из Пылающего дракона, то он, естественно, никого из них не знал. У Циляна был большой круг общения, и он начал болтать со многими из присутствующих, и атмосфера в зале постепенно начала немного оживляться. Ханьли не принимал участия в разговорах, просто молча сидел, время от времени переводя взгляд на стол. С его огромным духовным чувством он смог мгновенно определить, что большинство присутствующих культиваторов были на ранней стадии истинного бессмертного, и только 2 на средней стадии истинного бессмертного. Одним из этих 2 был дородный мужчина средних лет, одетый в одежды старейшины Пылающего дракона.
У него были тонкие усы и пара глаз, которые постоянно бегали, что делало его похожим на толстую, но хитрую крысу. Другим культиватором средней стадии истинного бессмертного был пожилой мужчина в белой мантии, не принадлежавший к Даа пылающего дракона, и он сидел с закрытыми глазами, не обращая внимания на окружающих. Дородный старейшина Даа пылающего дракона, похоже, заметил взгляд Хань Ли и посмотрел на него, прежде чем улыбнуться ему, заставив его усы немного подрагивать, что было довольно комичным зрелищем. Хань Ли было довольно забавно это видеть, но он, естественно, не собирался демонстрировать свое веселье. Он слегка кивнул дородному старейшине, но как раз когда он собирался отвести взгляд, в глазах дородного старейшины внезапно появился слой черного света, который быстро превратился в пару крошечных вихрей. Из вихрей вырвался поток своеобразной силы, чтобы захватить взгляд Хань Ли, и внезапно Хань Ли оказался в мире, наполненном белым туманом. Из тумана появились несколько молодых женщин, и их тонкая вуаль одежды не оставляла простора для воображения, когда они делали всевозможные соблазнительные жесты в сторону Хань Ли своими манящими телами. Хань Ли тут же понял, что это иллюзия, и не обратил внимания на женщин вокруг него, когда он мягко выдохнул. Все женщины вокруг него мгновенно исчезли, и в окружающем мире белого тумана внезапно появились бесчисленные трещины, после чего он разбился, открывая зал, в котором Хань Ли снова оказался. Дородный старейшина слегка вздрогнул, и черный свет в его глазах пришел в беспорядок, прежде чем исчезнуть, открывая ошеломленный взгляд в его глазах. Хань Ли бросил холодный взгляд на дородного старейшину, в ответ на что старейшина, извиняющийся, улыбнулся. Это было всего лишь очень сдержанное столкновение между ними, но все остальные присутствующие культиваторы были на стадии истинного бессмертного, поэтому это, естественно, не ускользнуло от их внимания, и все они были сильно ошеломлены таким поворотом событий. Глава 318. Обменное мероприятие. Этот человек — довольно известный старейшина нашей секты средней стадии истинного бессмертного. Его зовут Шу Тиньшен, и его конёк — иллюзии. Он неплохой человек, но очень озорной и часто использует свои иллюзии, чтобы разыгрывать других. Будь уверен, у него нет никаких дурных намерений, объяснил Цилян Хань Ли с помощью голосовой передачи. Это действительно правда, что иллюзия только что не пыталась причинить ему вреда, поэтому Хань Ли решил не зацикливаться на этом, просто отведя взгляд и не обращая больше внимания на Шу Тиньшена. Шу Тиньшен был очень рад это видеть, но все равно время от времени бросал на Хань Ли любопытные взгляды. Прошел час, и за это время прибыло еще 2 истинных бессмертных. Прошло еще 15 минут без каких-либо новых прибытий, и пожилой мужчина в белой мантии открыл глаза и холодным голосом сказал: «Пора начинать, не так ли, товарищ Даос Чинхэ? У меня еще есть дела после этого». Услышав это, на лице Даоса Чинхэ появилось нерешительное выражение. До запланированного начала оставалось еще немного времени, но не похоже, что кто-то еще собирался появиться. Хорошо, давайте начнем. На этом обменном мероприятии присутствует 19 товарищей даосов. От имени нашей секты Небесного Скорпиона я хотел бы поблагодарить вас за ваше покровительство, сказал Даос Чинхэ, вставая и сложив кулак в знак приветствия всем присутствующим. Давайте пропустим все формальности и начнем, товарищ Даос Чинхэ, сказал старейшина Даа пылающего дракона с квадратным лицом. Несмотря на то, что его неоднократно упрекали, Даос Чинхэ ничуть не рассердился и объявил: похоже, все очень торопятся. Правила этого обменного мероприятия такие же, как и раньше. Каждый по очереди демонстрирует сокровища, которые он подготовил, а затем дает краткое описание сокровища, а также то, что он хочет получить взамен. Если обе стороны согласны на сделку, то она будет заключена. Кроме того, наша секта Небесного Скорпиона всего лишь предоставляет это место, и мы делаем это бесплатно, поэтому, если после обмена возникнут какие-либо споры, мы не несем никакой ответственности. Итак, давайте начнем. Как только его голос оборвался, лысый мужчина, сидевший рядом с ним, тут же встал. Мужчина похлопал по мешочку для хранения, привязанному к его поясу, и в его руке появилась синяя нефритовая шкатулка. Нефритовая шкатулка была окружена небольшим облаком синего тумана, и она излучала леденящую ауру. Было ясно, что в шкатулке находится что-то довольно примечательное, и внимание всех тут же привлеклось к ней. На лице лысого мужчины появилось довольное выражение при виде реакции всех, и он медленно и обдуманно открыл шкатулку, чтобы показать синий кристалл размером с кулак с текущим вокруг него синим светом, похожим на жидкость. Кристалл излучал ледяную ауру в сочетании со слабыми колебаниями силы закона, и как только он был показан, температура воздуха в зале резко упала, заставив всю влагу в воздухе замерзнуть в ледяные кристаллы, представляя собой прекрасное зрелище. Это кусок ледникового кристалла с синими узорами.
Он почти неразрушим и содержит чрезвычайно грозную ледяную ци, что делает его идеальным материалом для изготовления бессмертных сокровищ морозного атрибута, гордо объявил лысый мужчина. Многие из присутствующих явно были заинтересованы в кристалле, но Хань Ли только взглянул на него, прежде чем отвести взгляд. Для обычного истинного бессмертного материалы, содержащие силы закона, были очень ценными, но у него было много таких предметов, поэтому этот не представлял для него особого интереса. Это очень ценный материал, товарищ Даос Синь. Ты подумал, что хотел бы получить взамен? Спросил Даос Чинхэ. Я хотел бы получить духовный материал металлического атрибута или ядро демонического зверя того же уровня, ответил лысый мужчина. Все молчали, и те, кто был заинтересован в кристалле, могли только покачать головами с кривыми улыбками. Ледниковый кристалл с синими узорами действительно был ценным материалом, но то, что он просил, было столь же ценным и редким. Брови лысого мужчины слегка нахмурились, увидев это. «У меня нет ни одной из двух вещей, которые ты назвал, но я готов купить этот кристалл у тебя за камни бессмертного происхождения», заявил пожилой мужчина в круглой шляпе. «В данный момент у меня нет недостатка в камнях бессмертного происхождения. Если никто не сможет предложить мне то, что я просил, то я пока оставлю этот кристалл себе», ответил лысый мужчина, закрывая нефритовую шкатулку и садясь обратно. Пожилой мужчина в круглой шляпе мог только печально вздохнуть в ответ. После того, как лысый мужчина сел, молодая женщина, сидевшая рядом с ним, встала, а затем взмахнула рукой, выпустив 4 или 5 лазурных костей, все из которых слабо светились лазурным светом. Это несколько костей демонического зверя стадии истинного бессмертного, и взамен я хотела бы получить несколько пилюль, которые помогут мне в моем совершенствовании. Материалы демонических зверей обычно не были такими уж ценными, поэтому выставленные кости не привлекли особого внимания. Однако это все еще были останки демонических зверей стадии истинного бессмертного, поэтому в конце концов их забрал один из старейшин до пылающего дракона в обмен на 2 пузырька с пилюлями. После молодой женщины пришел Шу Тиньшен. «Товарищи даосы, я принес с собой набор из 49 флагов потерянной души, каждый из которых сам по себе является духовным сокровищем, а 3 основных флага — это первоклассные духовные сокровища. Когда все 49 флагов потерянной души высвобождаются одновременно, они столь же сильны, как и обычное бессмертное сокровище», объявил Шу Тиньшен, взмахнув рукавом, и перед ним один за другим появились 49 черных флагов размером с ладонь, 3 из которых были явно больше остальных. В обмен на них я хотел бы получить по одному куску металла сущности, высшего дьявольского и небесного кристалла мягкой воды. Шу Тиньшен сложил печать, и из флагов вырвалось темное облако, черное как чернила, мгновенно заполнив весь зал. Из черного облака также раздался ужасный вой, заставивший окружающее пространство содрогнуться. Все были весьма поражены, увидев это, и Хань Ли тоже бросил дополнительный взгляд на флаги. До сих пор эти флаги были самым ценным предметом, который был представлен, но он все еще не был заинтересован. Однако многие из других присутствующих культиваторов очень хотели заполучить этот набор флагов, и после ожесточенного раунда торгов они в конечном итоге были обменены на кусок металл сущности высшего дьявольского и 2000 первоклассных духовных камней, а также несколько других сокровищ. Предметы, представленные следующими несколькими людьми после Шу Тиньшена, также были довольно примечательными, и атмосфера на обменном мероприятии постепенно начала накаляться. До сих пор самыми ценными предметами, представленными на обозрение, были 3 фиолетовых цветка, называемых фиолетовыми мандрагорами, и каждый из них содержал достаточно яда, чтобы убить истинного бессмертного. В то же время они были чрезвычайно ценным видом духовного материала для усовершенствования бессмертных сокровищ ядовитого атрибута. В обмен владелец цветов просил ядро демонического зверя стадии истинного бессмертного, известного как огненный журавль с багровой короной, но ни у кого не было такого ядра демонического зверя. По мере того, как время шло, атмосфера на обменном мероприятии постепенно достигла своего пика. Цилян был как раз перед Хань Ли, и ему довольно повезло, он обменял пару духовных сокровищ на 100-тысячелетнее духовное растение. Наконец, пришла очередь Хань Ли, и он взмахнул рукавом над столом, достав 2 предмета — черный шар и багровый кристалл размером с человеческую голову. Черный шар был ядром демонического зверя, черного журавля Чжунлуаня, а багровый кристалл — материалом, содержащим силы закона огня, который он получил от худого пожилого мужчины. Проведя некоторое расследование, Хань Ли обнаружил, что это был тип материала, известный как огненный кристалл румяного облака, и хотя он содержал силы закона огненного атрибута, его естественные ограничения означали, что он не мог содержать большое количество духовной силы огненного атрибута, что делало его непригодным для использования в качестве материала для изготовления инструментов. Однако у него было альтернативное применение — укрощение духовной силы огненного атрибута.
Духовная сила огненного атрибута обычно была чрезвычайно яростной, но любая духовная сила огненного атрибута, прошедшая через кусок огненного кристалла румяного облака, мгновенно становилась чрезвычайно мягкой и умеренной. Именно поэтому этот кристалл был одним из лучших материалов для изготовления котлов для пилюль или котлов для изготовления инструментов. Даже если в котел добавить лишь небольшое количество этого кристалла, его стабильность значительно повысится. Этот кусок огненного кристалла румяного облака определенно был достаточно большим, чтобы изготовить исключительный котел, поэтому он определенно смог бы получить астрономическую цену в секте, которая была искусна в приготовлении пилюль или изготовлении инструментов. По сравнению с огненным кристаллом румяного облака, черное ядро демонического зверя также было очень ценным, но намного меньше. Даос Чинхэ сначала слегка запнулся при виде огненного кристалла румяного облака, после чего в его глазах появилось напряженное выражение, когда он уставился на кристалл немигающим взглядом, и он был так взволнован, что его щеки слегка покраснели. Большинство присутствующих не смогли опознать этот кристалл, но по выражению лица Даоса Чинхэ они поняли, что это чрезвычайно ценный предмет, и начали расспрашивать друг друга о нем с помощью голосовой передачи. У меня есть ядро демонического зверя стадии истинного бессмертного и кусок огненного кристалла румяного облака. Я хочу обменять ядро демонического зверя на плод мириады осей и корень кровавого кристаллического лотоса, оба из которых должны быть старше 50 тысяч лет, а для огненного кристалла румяного облака я приму любой из списка из 9 материалов, объявил Хань Ли, а затем перечислил список из 9 материалов, которые он искал. Взволнованность в глазах всех постепенно угасла, услышав слова Хань Ли, и наступило долгое молчание. Как раз в этот момент пожилой мужчина в белой мантии прервал молчание, и он, глядя на черное ядро демонического зверя, сказал: «У меня есть плод мириады осей, но нет корня кровавого кристаллического лотоса. Ты примешь что-нибудь еще в качестве замены? Позвольте мне сначала взглянуть на ваш плод мириады осей», — сказал Хань Ли. Пожилой мужчина в белой мантии достал лазурную деревянную шкатулку, но вместо того, чтобы тут же бросить ее Хань Ли, он спросил: «Могу ли я тоже поближе взглянуть на это ядро демонического зверя, товарищ Даос?» «Конечно», — ответил Хань Ли с улыбкой, а затем взмахнул рукой, выпустив поток лазурного света, который доставил ядро демонического зверя пожилому мужчине. В ответ пожилой мужчина в белой мантии тоже бросил свою деревянную шкатулку Хань Ли. К деревянной шкатулке был прикреплен талисман, и взмахом руки Хань Ли талисман был снят во вспышке лазурного света, а крышка отлетела сама собой. Внутри шкатулки лежал золотой духовный плод размером с кулак, и на его поверхности была серия кольцеобразных узоров. Плод не источал особого аромата, но излучал огромную ауру жизненной силы. Хань Ли осторожно взял плод для более тщательного осмотра, а затем кивнул с довольным выражением лица. Это действительно был плод мириады осей, и ему было как минимум 60 тысяч лет, так что он был достаточно старым для его потребностей в приготовлении пилюль. Кроме того, ядро плода также было совершенно неповрежденным, поэтому он мог бы его посадить. Изучив черное ядро демонического зверя некоторое время, пожилой мужчина в белой мантии явно тоже был довольно доволен увиденным, и он взмахнул рукавом, выпустив еще 4 или 5 нефритовых шкатулок разных цветов. Как я уже сказал, у меня нет корня кровавого кристаллического лотоса, но эти предметы должны быть сопоставимы по стоимости. Пожилой мужчина снова взмахнул рукавом, и все крышки шкатулок были сняты, чтобы показать их содержимое. Хань Ли взглянул на предметы в шкатулках, а затем сказал: «Это действительно все сопоставимо по стоимости с корнем кровавого кристаллического лотоса, но, боюсь, ни один из них мне не подходит, поэтому я вместо этого возьму несколько камней бессмертного происхождения». После того, как их обмен был завершён, Даос Чинхэ сказал: «Товарищ Даос Ли, 9 материалов, которые ты ищешь, чрезвычайно редки, и похоже, что ни у кого нет того, что ты ищешь. Могу я спросить, готов ли ты обменять этот огненный кристалл румяного облака на духовные камни?» Глава 319. Новости. Пока Даос Чинхэ говорил, Хань Ли заметил, что на него направлена еще одна пара глаз, и это был никто иной, как Шу Тиньшен. Когда Хань Ли посмотрел в его сторону, Шу Тиньшен тут же натянул льстивую улыбку. Хань Ли отвел взгляд, а затем решительно покачал головой. «Прошу прощения, но я обменяю этот огненный кристалл румяного облака только на один из 9 вышеупомянутых материалов». Даос Чинхэ был довольно разочарован, услышав это, но все еще не хотел сдаваться. «Неужели нет места для торга, товарищ Даос Ли?» Подумав немного, Хань Ли сказал: «Я не обменяю этот кусок огненного кристалла румяного облака ни на что другое, но у меня есть несколько более мелких кусков того же материала, которые я готов обменять на любые зацепки о том, где я могу получить один или несколько из 9 материалов, которые я упомянул ранее». С этими словами он снова взмахнул рукавом над столом, и появилась пара огненных кристаллов румяного облака размером с кулак.
Даос Чинхэ с сожалением посмотрел на 2 куска огненного кристалла румяного облака, но в итоге сел обратно с побежденным выражением лица. Шу Тиньшен тоже сел в свое кресло с угрюмым выражением лица, а Хань Ли внутренне вздохнул, прежде чем снова убрать 3 огненных кристалла румяного облака на столе. Обменное мероприятие продолжилось, но, в отличие от огненных кристаллов румяного облака, все остальное, что было представлено, выглядело совершенно посредственным, и атмосфера постепенно угасла. Через час обменное мероприятие завершилось, и Хань Ли тут же встал, чтобы уйти вместе с Циляном. Даос Чинхэ снова спросил Хань Ли, готов ли он обменять один из 2 меньших огненных кристаллов румяного облака на что-нибудь еще, и он выставил на обозрение Хань Ли множество редких и экзотических предметов. Однако ни один из этих предметов не привлек внимания Хань Ли, и к большому разочарованию Даоса Чинхэ ему снова отказали. Однако Хань Ли оставил Даосу Чинхэ табличку коммуникационного массива, чтобы тот мог связаться с ним, и если когда-нибудь наткнется на один из 9 материалов или новости о каком-либо из них. В сердце Даоса Чинхэ вспыхнул луч надежды, и он пообещал, что сделает все возможное, а также умолял Хань Ли сохранить для него 1 или 2 огненных кристалла румяного облака. Хань Ли был сильно удивлен тем, насколько Даос Чинхэ был настойчив в своем стремлении заполучить огненный кристалл румяного облака, и он согласился на его просьбу, прежде чем уйти с Циляном. «Куда ты пойдешь дальше, брат Ли?» — спросил Цилян. «Я собираюсь отправиться в другие места, чтобы поискать материалы. Не каждый день мне выпадает такая возможность, поэтому я должен извлечь из нее максимум пользы», — ответил Хань Ли. Цилян кивнул в ответ. «У меня тоже есть дела, поэтому я не буду больше тебя сопровождать, брат Ли. Береги себя». «Хорошо, тогда увидимся на проповеди», — сказал Хань Ли с улыбкой, а затем тут же ушел. Цилян некоторое время смотрел на удаляющуюся фигуру Хань Ли, а затем слегка вздохнул, прежде чем уйти в другом направлении. Хань Ли некоторое время шел по улице, а затем внезапно остановился и обернулся с холодным выражением лица. «Ты уже довольно давно следишь за мной. Что тебе от меня нужно?» Недалеко позади Хань Ли стоял никто иной, как Шу Тиньшен. «Я Шу Тиньшен с пика небесного мудреца. Пожалуйста, примите мои извинения за мое грубое поведение во время обменного мероприятия, товарищ Даос Ли», — сказал Шу Тиньшен искренне, сложив кулак в знак извинения. Выражение лица Хань Ли немного смягчилось, услышав это, и он сказал: «Не беспокойся об этом, это не имеет большого значения. Мой вопрос в том, почему ты идешь за мной? Спасибо за понимание, товарищ Даос Ли. Я пришел сюда, чтобы спросить, собираешься ли ты продолжать искать материалы, которые ты упомянул во время обменного мероприятия», — объяснил Шу Тиньшен. «Я не люблю ходить вокруг да около, так что, если тебе есть что сказать, то говори прямо», — сказал Хань Ли. «По правде говоря, у меня есть информация о том, где ты можешь достать один из этих материалов, но я не хотел говорить это перед всеми», — ответил Шу Тиньшен, и на его лице появилось серьезное выражение. Глаза Хань Ли тут же слегка загорелись, услышав это. «О каком материале у тебя есть информация?» Шу Тиньшен открыл рот, чтобы ответить, но затем передумал. Хань Ли видел, что у Шу Тиньшена есть некоторые сомнения, поэтому сказал: «Будь уверен, предложение, которое я сделал ранее, все еще в силе. Если ты сможешь предоставить мне информацию об одном из материалов, то ты можешь получить один из моих огненных кристаллов румяного облака». «Ну, у меня действительно есть информация об одном из материалов, но это не один из 9, а корень кровавого кристаллического лотоса», — сказал Шу Тиньшен. Хань Ли слегка озадачился, услышав это, а затем кивнул в ответ. «Хорошо, это тоже одна из вещей, которые я ищу. Что ты хочешь получить взамен за эту информацию? Я вижу, что ты очень прямолинейный человек, поэтому я перейду сразу к делу. Я хочу обменять информацию, которой я обладаю, на огненный кристалл румяного облака», — сказал Шу Тиньшен с улыбкой. Хань Ли ничего не ответил на это. Шу Тиньшен сделал глубокий вдох, а затем продолжил: «Я знаю, что корень кровавого кристаллического лотоса менее ценен, чем остальные 9 материалов, которые ты упомянул, поэтому я готов добавить еще несколько камней бессмертного происхождения в обмен на небольшой кусок огненного кристалла румяного облака. В этом нет необходимости. Корень кровавого кристаллического лотоса — это тоже одна из вещей, которые я ищу, поэтому я не буду просить дополнительных камней бессмертного происхождения», — сказал Хань Ли, качая головой. Его выражение лица осталось неизменным, но на самом деле он был очень взволнован. По сравнению с 9 ингредиентами, необходимыми для приготовления пилюли Да, он бы предпочел приобрести корень кровавого кристаллического лотоса, так как это был последний ингредиент, которого ему не хватало для приготовления пилюль мириады осей. «Спасибо за твою щедрость, товарищ Даос Ли». В данный момент в городе Белого Нефрита собралось много культиваторов, и среди них немало истинных бессмертных, поэтому впереди еще много аукционов и обменных мероприятий.
Через 3 дня состоится секретный аукцион высокого класса, и на нем смогут присутствовать только те, кто находится на средней стадии истинного бессмертного или выше, сообщил Шу Тиньшен с помощью голосовой передачи. Я узнал об этом аукционе случайно, и я слышал, что корень кровавого кристаллического лотоса будет одним из предметов аукциона. В глазах Хань Ли появилось заинтересованное выражение, услышав это. Тот факт, что на аукционе могли присутствовать только те, кто находился на средней стадии истинного бессмертного или выше, означал, что большинству старейшин до Пылающего дракона не был бы разрешен вход, так что это было довольно престижное мероприятие. Учитывая, что ты смог так легко развеять мою иллюзию, я уверен, что ограничение по уровню совершенствования не будет для тебя проблемой, сказал Шу Тиньшен, снова приняв свою обычную дерзкую ухмылку. Хань Ли не обратил внимания на эту откровенную попытку выведать его уровень совершенствования и кивнул в ответ. «Хорошо, я обязательно приду на этот аукцион, и я дам тебе огненный кристалл румяного облака, если там действительно появится корень кровавого кристаллического лотоса». В глазах Шу Тиньшена мелькнул намек на радость, услышав это, и он кивнул, сказав: «Отлично. Встретимся здесь в полдень через 3 дня». После этого он тут же попрощался с Хань Ли, и они разошлись. День быстро пролетел, и ночью по всему городу белого нефрита появились ряды массивных драгоценных камней в форме полумесяца, излучавших яркое белое сияние, которое делало город таким же ярким, как и днем. Все здания в городе также зажглись, и на фоне ночного неба весь город казался еще более манящим и великолепным, чем днем. Как раз в этот момент Хань Ли вышел из одного из магазинов города. Он посетил все оставшиеся магазины материалов в городе скорее из надежды, чем из убеждения, и, конечно же, не нашел ни одного из материалов, которые искал. Он уже был готов к такому исходу, но все равно не мог не чувствовать легкого разочарования, и ему ничего не оставалось, кроме как возлагать свои надежды на частные аукционы и обменные мероприятия. Однако его исследование города не было совершенно безрезультатным. Например, от владельца одного из магазинов он узнал, что на следующий день состоится еще одно обменное мероприятие. Это обменное мероприятие, скорее всего, будет еще меньше, чем то, что проводилось в павильоне Небесного Скорпиона, но Хань Ли не собирался его пропускать. Немного погодя, Хань Ли вышел на довольно тихую улицу, вдоль которой стояли гостиницы. Исследовав город целый день, он, возможно, не совсем устал, но все же пришло время отдохнуть. Осмотревшись некоторое время, он выбрал одну из небольших гостиниц и попросил тихую комнату, после чего служащий гостиницы проводил его в комнату на 3-м этаже. «Спокойной ночи, и если вам что-нибудь понадобится, просто позовите меня», — сказал служащий. Хань Ли оглядел комнату и обнаружил, что она ему по душе, и дал служащему духовный камень в качестве чаевых, прежде чем отмахнуться рукой. Служащий был в восторге и благодарно поклонился, прежде чем быстро уйти. Хань Ли уже собирался закрыть дверь, когда рядом раздались шаги, и мимо его комнаты прошла женщина в красном. Лицо женщины было скрыто вуалью, но она, похоже, была довольно молодой и обладала исключительной фигурой. Город белого нефрита был довольно большим городом, но из-за чрезмерного количества культиваторов в городе большинство гостиниц, скорее всего, были довольно заполнены. Женщина в красном взглянула на Хань Ли, а затем быстро прошла мимо него и исчезла в коридоре. В глазах Хань Ли мелькнул намек на недоумение, когда он смотрел на ее удаляющуюся фигуру. Женщина скрыла свою ауру, но с огромным духовным чувством Хань Ли он смог мгновенно определить, что она культиватор стадии истинного бессмертного. В данный момент в городе белого нефрита истинных бессмертных было пруд-пруди, но эта женщина показалась Хань Ли знакомой, как будто он где-то ее видел раньше. Однако он не мог вспомнить, где именно он ее видел раньше, поэтому мог только отложить эту мысль. Закрыв дверь, Хань Ли создал в комнате слой ограничений, а затем сел, скрестив ноги, на кровать. 3 дня пролетели в мгновение ока, и Хань Ли прибыл к месту встречи в полдень. Шу Тиньшен уже ждал там и тут же поприветствовал Хань Ли с широкой улыбкой. «Добро пожаловать, товарищ Даосли». Хань Ли просто кивнул в ответ. «Место проведения аукциона довольно скрытное, поэтому, пожалуйста, следуй за мной, товарищ Даосли», сообщил Шу Тиньшен с помощью голосовой передачи, а затем повел его вперед. Они молча шли по улицам, и только пройдя почти час, они подошли к маленькому, уединенному магазинчику. В магазине не было покупателей, и только пожилой хозяин магазина отдыхал в кресле за прилавком, выглядя так, будто вот-вот заснёт. Глава 320. Подземный аукцион. Шу Тиньшен улыбнулся Хань Ли, а затем несколько раз постучал по прилавку, крикнув: «Вставай и сияй, хозяин Гэу».
Пожилой мужчина за прилавком открыл глаза и лениво взглянул на Шу Тиньшена и Хань Ли, затем медленно сел, зевнул и хриплым голосом спросил: «Что вы хотели бы купить?» «Конечно же, лучшее, что есть в твоем магазине». Шу Тиньшен водил пальцем по прилавку, и Хань Ли заметил, что он рисует пальцем странный узор. Увидев это, в глазах пожилого мужчины тут же появилось настороженное выражение, и он кивнул в ответ, прежде чем встать и направиться вглубь магазина. За ним последовал дуэт Хань Ли. Вскоре все трое оказались в ветхой деревянной лачуге на заднем дворе магазина. Пожилой мужчина пару раз постучал по одной из стен лачуги, и раздалась серия тресков, когда на стене появился слой лазурного света, а затем превратился в мерцающую лазурную дверь, за которой виднелся темный проход, который, казалось, вел под землю. «Место проведения аукциона там внизу», — сказал пожилой мужчина, доставая пару белых масок для дуэта Хань Ли. На масках были выгравированы изображения звезд и луны, и они излучали рябь синего и белого света, что придавало маскам довольно таинственный вид. Шу Тиньшен принял маски, затем передал одну Хань Ли, прежде чем показать дорогу в проход. Хань Ли взглянул на маску в своей руке, затем кивнул пожилому хозяину магазина, прежде чем тоже войти в проход. Каменные ворота за ним закрылись со слабым грохотом, и внутренняя часть прохода погрузилась в полную темноту. Однако такая степень темноты, естественно, не могла смутить Хань Ли. Синий и белый свет на маске Шу Тиньшена усилился, образовав световой барьер, который охватил все его тело. Хань Ли было сильно интересно это видеть. Сино-белый световой барьер смог сдержать даже его духовное чувство, а также скрыл большую часть ауры Шу Тиньшена. Если бы не тот факт, что они все это время стояли рядом, Хань Ли не был бы уверен, действительно ли этот человек Шу Тиньшен. Эффект сокрытия ауры этих масок был очень похож на эффект масок гильдии странников, но они сильно уступали маскам гильдии странников в способности изменять ауру. Хань Ли тоже надел свою маску, прежде чем влить в нее немного бессмертной духовной силы, но, к его удивлению, она не проявила никакой реакции. Хань Ли слегка озадачился, увидев это, а затем увеличил выход бессмертной духовной силы. Однако маска была как бездонная яма, и ее поверхность немного засветилась, но не так сильно, как маска Шу Тиньшена. Хань Ли продолжал увеличивать выход бессмертной духовной силы, пока не задействовал большую часть бессмертной духовной силы в своем теле, и только тогда ему удалось добиться того же эффекта, что и у маски Шу Тиньшена. Только тогда Хань Ли понял, что эта маска — это устройство, которое проверяет уровень совершенствования, и что те, кто находится ниже средней стадии истинного бессмертного, не смогли бы ее использовать. Они некоторое время шли по темному проходу, а затем свернули за угол и оказались в каменной комнате, в конце которой была белая дверь из света, которая мягко светилась в темноте. Место проведения аукциона как раз внутри. Шу Тиньшен, похоже, был довольно хорошо знаком с этим местом, и он шагнул через дверь из света. Сино-белый световой барьер вокруг него на мгновение резонировал с дверью из света, и он внезапно исчез. Хань Ли тоже шагнул через дверь из света, после чего оказался в зале, где Шу Тиньшен стоял неподалеку. Хань Ли осмотрел зал и обнаружил, что он имеет овальную форму и размер около 900 метров. Обстановка в зале была довольно роскошной, пол был вымощен красивым темно-красным кирпичом, а с потолка свисало несколько массивных и искусно сделанных дворцовых фонарей. В стены также было встроено много драгоценных камней, но даже при том, что дворцовые фонари и драгоценные камни служили источниками света, в помещении все равно было довольно темно. В зале было несколько десятков больших стульев, изготовленных из драгоценных пород дерева, и многие из них уже были заняты, но все люди, сидящие на стульях, также были окутаны сино-белыми световыми барьерами, что не позволяло разглядеть их истинный облик. Перед этими стульями находилась невысокая каменная платформа, на которой стоял прямоугольный стол, а за столом — 3 пустых стула. Появление дуэта Хань Ли не привлекло особого внимания, лишь несколько мимолетных взглядов. Похоже, аукцион еще не скоро начнется. «Давай сначала найдем место», — тихо сказал Шу Тиньшен. Хань Ли кивнул в ответ, и они с Шу Тиньшеном сели на пару соседних стульев ближе к задней части зала. Оттуда Хань Ли осмотрел зал, и в его глазах мелькнуло своеобразное выражение. Над всеми стенами зала был слабый желтый световой барьер, и он не казался таким уж примечательным, но Хань Ли чувствовал, что ограничение было чрезвычайно толстым и плотным. Ограничение явно было земного атрибута, и, похоже, оно черпало силу из необъятной земли, а это означало, что нападение на ограничение было бы равносильно нападению на всю землю. Такое продвинутое ограничение было чрезвычайно редким, и по оценкам Хань Ли, даже если бы он выложился по полной, он, скорее всего, не смог бы его прорвать. Тот факт, что на месте проведения аукциона было такое грозное ограничение, указывал на то, что это действительно было очень престижное мероприятие. Все в зале сидели с закрытыми глазами, и весь зал был совершенно тихим и наполнен напряженной и тяжелой атмосферой. 2 часа пролетели в мгновение ока,
и за это время в зал прибыло еще 2 культиватора, которые тоже молча сели. Как раз в этот момент сбоку зала распахнулась деревянная дверь, и из нее вышли 3 фигуры, 2 высокие и 1 низкая. Эти 3 фигуры также были полностью окутаны сине-белыми световыми барьерами, которые скрывали их внешность, и они направились к длинному столу на каменной платформе, прежде чем сесть за него, причем более низкая фигура расположилась в центре. «Извините, что заставили вас ждать, товарищи даосы. Прежде чем мы начнем аукцион, позвольте мне рассказать, что произойдет сегодня», — объявила низкая фигура. Его голос был чрезвычайно чистым и пронзительным, и все, кто находился под платформой, тут же выпрямились, чтобы послушать. Этот аукцион будет разделен на 2 части. В течение первой половины мы втроем будем проводить аукцион как обычно, а после аукциона все желающие смогут подняться на сцену, чтобы продемонстрировать любые ценные предметы, которые они хотят продать или обменять, и вы сможете договориться о своих собственных условиях без какого-либо вмешательства с нашей стороны. Хорошо, без лишних слов, давайте начнем. Как только его голос оборвался, высокая фигура слева от него взмахнула рукой и достала прямоугольную деревянную шкатулку с несколькими талисманами, прикрепленными к ней. Низкая фигура приняла деревянную шкатулку, затем сняла талисманы и открыла ее. Внутри шкатулки лежал старинный синий длинный меч, который излучал ослепительный синий свет, струящийся по лезвию меча, как вода, издавая слабый плещущийся звук. В синем свете виднелись крошечные синие руны, и весь меч излучал колебания силы закона. «Это бессмертное сокровище!» — воскликнул кто-то еще до того, как низкая фигура успела что-либо сказать. Глаза Хань Ли слегка загорелись, увидев это. Тот факт, что первым предметом аукциона было бессмертное сокровище приличного уровня, безусловно, предвещал хорошее продолжение. Действительно, товарищ Даос. Наш первый предмет аукциона — это меч, разрубающий море и убивающий бессмертных, и это настоящее бессмертное сокровище, которое содержит огромные силы закона воды, намного больше, чем обычное бессмертное сокровище. Низкая фигура начала описывать меч, и он был чрезвычайно красноречивым оратором, не жалея похвал в своем описании меча и выставляя его как непревзойденное оружие, которое дарует своему владельцу непобедимость. Многие из участников аукциона были соблазнены тем, что они слышали, и им не терпелось начать торги. Стартовая цена меча, разрубающего море и убивающего бессмертных, составит 60 камней бессмертного происхождения, и каждая ставка должна увеличиваться как минимум на 2 камня бессмертного происхождения, объявила низкая фигура. 60, 70, как только голос низкой фигуры оборвался, тут же посыпался поток ставок, быстро подняв цену до 130 камней бессмертного происхождения. На данный момент в торгах осталось участвовать лишь несколько человек, и в итоге меч был куплен за 160 камней бессмертного происхождения. Хань Ли решил не делать ставок. Хотя это правда, что меч, разрубающий море и убивающий бессмертных, содержал огромные силы закона, он чувствовал, что силы закона внутри него были немного хаотичны, что указывало на то, что что-то пошло не так во время процесса изготовления, поэтому это было выше его заслуженной продажной цены. Атмосфера уже довольно оживилась, и низкая фигура явно была очень довольна этим, когда он объявил: «Наш второй предмет аукциона — 100-тысячелетний цветок зарождения души». Я уверен, что мне не нужно говорить вам всем, насколько ценно такое духовное растение. Это идеальный дополнительный материал для усовершенствования аватаров. Высокая фигура рядом с ним достала нефритовый ящик, а затем открыла его, чтобы показать золотой духовный цветок. Многие из участников аукциона начали переговариваться, увидев это. Цветок не был сопоставим по стоимости с бессмертным сокровищем, но он был определенно намного более редким. Похвалив цветок зарождения души некоторое время, низкая фигура объявила: стартовая цена составит 30 камней бессмертного происхождения, и каждая ставка должна увеличиваться как минимум на 1 камень бессмертного происхождения. В глазах Хань Ли мелькнул намек на удивление, и он явно не ожидал увидеть здесь цветок зарождения души такого почтенного возраста. У него все еще были семена цветка зарождения души, поэтому у него, естественно, не было намерения делать ставки на цветок, но, похоже, Шу Тиньшен очень хотел заполучить этот цветок и участвовал в войне ставок. Однако после нескольких раундов торгов цена быстро поднялась до более чем 80 камней бессмертного происхождения, и Шу Тиньшену пришлось выйти из войны ставок. В конце концов, цветок был продан за 95 камней бессмертного происхождения, к большому удивлению Хань Ли. Он не ожидал, что цветы зарождения души смогут получить такую высокую цену даже на континенте Древнего Облака. С флаконом, контролирующим небеса, он мог выращивать цветы зарождения души в любое время, но все духовные растения, политые духовной жидкостью флакона, контролирующего небеса, были пропитаны следами сил закона времени, что делало продажу таких духовных растений довольно рискованной и чем-то, к чему он мог прибегнуть только в крайнем случае. Подумав об этом, Хань Ли мог только внутренне вздохнуть.
Аукцион продолжился, и в мгновение ока было продано около 30 предметов. Все предметы аукциона были чрезвычайно ценными, ни один из них не был продан дешевле 50 камней бессмертного происхождения, но корень кровавого кристаллического лотоса так и не появился. Хань Ли начинал немного волноваться, а Шу Тиньшен тоже начинал немного нервничать. «Ты уверен, что твои источники верны, товарищ Даос Шу?» — спросил Хань Ли с помощью голосовой передачи. «Я уверен. У меня есть некоторые связи с силами, стоящими за этим аукционом, и они никак не могли бы солгать мне», — поспешно ответил Шу Тиньшен. Друзья, эти главы — экономика на высшем уровне. Хань Ли в городе Белого Нефрита понимает, деньги здесь бесполезны, нужны связи. Случайная встреча с Цилианом открывает двери в павильон Небесного Скорпиона. Старейшина Шу Тяньшень проверяет гостя иллюзией с соблазнительными девушками. Одно холодное усилие воли, наваждение рассыпается. На торгах Хань Ли выменивает плод мириады осей возрастом 60 тысяч лет на ядро демонического зверя. Потом достает козырь, огненный кристалл, и отказывается от любых денег. Ему нужна только информация о корне кровавого кристаллического лотоса. Шу Тяньшень впечатлен и дает наводку на подземный аукцион. Готовлю продолжение.